Добрый день! Сегодня я расскажу в моем видео о чагао, то есть крем пуэра или еще называют чайная паста. Это действительно очень уникальный продукт и имеет более тысячелетнюю историю. В Китае даже существуют музеи чайной пасты. Чагао связано с тремя династиями. Первая – это Тандай, династия Тан. Это зарождение чайной пасты. Сондай, династия Сон, это развитие чайной пасты. И Чиндай, династия Цин, это процветание чайной пасты. Чагао можно сделать только из листа пуэра. Из другого чая чагао сделать невозможно, так как только в пуэрном чайном листе содержатся вещества, которые подходят для чагао. Китайцы называют чагао традиционное материальное культурное наследие с целебной ценностью, потому они ее используют также в своей медицине. Существует два способа приготовления чагао. Первый – это традиционный, и второй – это современный. Давайте же разберемся в отличиях. При традиционном приготовлении чагао было несколько проблем. Первое – это фильтрация чая. Так как нужно было чай сделать прозрачным, без всяких осадков, ну и в те времена просто использовали какую-то марлю или как ткань, через которую процеживали чай. Вторая. Очень было легко спалить горшок, в котором варили эту чагао. Допустим, раньше был вот такой горшок, сюда засыпали чай и воду и начинали варить и перемешивать вот так вот постоянно этот чай. Он не должен был подгорать, нужно было контролировать температуру и постоянно перемешивать. После какого-то времени делали первую фильтрацию, то есть доставали чай, сливали и обратно заливали и продолжали варить. И так можно было варить ее больше суток, может двое-трое суток иногда даже. И человек должен постоянно быть на месте, следить, чтобы ничего не подгорело, потому что ее очень легко было испортить. Как бы можно было ее день проварить, а потом испортить, и все, этот день пошел на смарку. Это была проблема, и горшки некоторые не выдерживали и могли лопаться. Третья проблема. Чайная паста легко прилипала к горшку, и ее трудно было от него отделить. И четвертая проблема. Было очень тяжело придать чайной пасте форму, так как она, когда затвердевала, она могла деформироваться. Эти четыре проблемы возникали в традиционном способе приготовления чагао. Итак, давайте рассмотрим современный способ приготовления. В современном способе приготовления чагао проблем с фильтрацией и варкой не возникает, так как есть новые технологии, которые основаны на старых, конечно, и оборудование, которое ускоряет и облегчает процесс изготовления самой пасты. Утверждает, что современный способ приготовления чагао – это самый лучший, так как оборудование может контролировать температуру 60-70 градусов для варки чагао, также делать фильтрацию автоматически. Не нужно человеку постоянно наблюдать за этим процессом. И гигиеничность производства чагао. Как бы сейчас оборудование более новое, с новыми технологиями, а за гигиеничностью, допустим, в варке таких горшках очень сложно следить. Сейчас задача производства чагао состоит в том, чтобы уменьшить физические и материальные затраты и произвести как больше хорошего, качественного продукта. Давайте посмотрим, как выглядит чагао. Я приготовила два варианта. Это шупу, выглядит так. Сейчас они в основном такой формы. И еще приготовила шампу.
здесь 1 грамм таких более мелких кусочках. Получается в одном только полграмма. Сегодня мы один из них заварим. Итак, как же определить качество чагао? Ну, допустим, она будет легко ломаться, она очень хрупкая. Когда она разбивается, очень легко ломается. Ну, естественно, маленькие кусочки очень трудно разбить, такие, допустим, как я вам только что показала. А такие побольше, они легко ломаются. Когда кусочек чагао разбивается, он похож на стекло или черную руду, сверкающую такими разноцветными цветами. Это признак хорошего качества. Существует несколько способов заваривания чагао. Итак, первый это с помощью нашей гайвани. Мы берем 1 грамм чагао, ложим в гайвань, заливаем 100-градусной горячей водой и немножечко вот так крышечкой помешиваем воду, доводя до крепости, которая, вы думаете, вам подходит. Заливайте в гандаобэй и потом в пиалочку. Это один способ. Можно заваривать в термосе. Пропорции для заваривания в термосе 1 к 200, 1 грамм чагао и 200 мл воды. Или те, кто любят послабее чай, 1 к 400. Просто заливаете в термос горячей воды, кидаете 1 грамм чагао и все, подождите, пока она расплавится, и можно пить. И можно заваривать в стеклянном чайничке или в стеклянном сосуде. Я взяла сегодня стеклянный чайничек, так как здесь мы можем рассмотреть чистоту нашего чая. Итак, давайте заварим. Вода у меня уже разогрелась. Сначала я прогреваю посуду. И пиалку. Здесь у меня есть шупу и шэнпу. Я сегодня заварю 1 шэмпу. Это такие 2 маленькие по полграмма, как таблеточки. И мы их сегодня будем заваривать. Все, я их просто забрасываю в сосуд и заливаю водой. Здесь у меня 100-градусная вода. Давайте посмотрим на цвет нашей чагао. Напоминаю, это шэнпу, потому цвет такой более золотистый, желтый. Она очень прозрачная. Очень пахнет. Есть этот вкуса шэнпуэра. Во рту у меня начинает появляться сладость, такое приятное послевкусие сладости. Также у меня не першит в горле, очень вкус такой гладкий, мягкий, очень приятный. Когда не очень хорошая чагао, в горле может оставаться как не очень приятное послевкусие и также может иногда першить.
Также еще хочу сказать, если вы не очень любите крепкий чай, вы видите, у меня как бы еще маленькая таблеточка не полностью растворилась, я могу сюда добавить воды. И как бы будет чай немного слабее. Ну, конечно, крепость и слабость чая каждый выбирает для себя сам. Я добавлю немного воды. Я люблю более слабый чай, но я добавила немного. И давайте попробуем. Очень пахнет. Пиалка прям сладостью такой пахнет, приятной пряностью, хорошая. Итак, давайте я еще выпью одну пиалку, опишу вам качество чая. Лучше пить этот чай, когда он немного подостынет, потому что очень горячий, как бы кажется, не можете глоток сделать и вкус не распробуется. Дайте немножко подостыть ей. Это будет быстро, так как в стеклянном, допустим, как у меня, чайничке, она будет остывать быстрее. Вкусно так пахнет. У меня нет никакого дискомфорта. Точно так продолжается сладкое послевкусие, выделение слюны. Ну, естественно, вкус шэн-пуэра. Также хочу обратить ваше внимание на сушку чагао. Это очень сложный процесс, и очень сложно сделать так, чтобы она быстро и хорошо затвердевала и не деформировалась. И из-за этого некоторые производители могут добавлять некоторые добавки в чагао, чтобы она хорошо затвердевала. Есть способ это проверить. Можете заварить чагао в комнатной температуре. Просто налить, например, в такой стеклянный кувшинчик воды и бросить туда 1 грамм чагао. И если она очень будет плохо растворяться, значит там есть примеси, с помощью которых чагао хорошо затвердевает. Когда покупаете чагао, можете также обратить ваше внимание и спросить продавца, какого года это чагао. Допустим, мы знаем, что чагао очень долго можно хранить, и чем дольше, тем лучше, так как и пуэр-чай. И еще на чагао может образовываться белый налет, такой как иней. Это не значит, что она испортилась, просто чагао, которая старая, на ней может образовываться такой иней. Он ничем не вредит организму. И вы можете спросить продавца, какого года это чагао. Если он, допустим, скажет, что это чагао, например, сделано в этом году или в прошлом году, то, естественно, она недостаточно старая и никакого налета и инея там не должно быть. Значит, его сделали искусственно. При использовании низкокачественного и дешевого чая для приготовления чагао, естественно, чагао тоже будет недорогая. Знаете, чтобы сделать 5 килограмм чагао, нужно потратить 100 килограмм чая пуэр, уже приготовленного. То есть, смотрите, соотношение очень большое, и, естественно, чагао, если она не может быть очень дешевая. Определенного значения для хорошего и плохого чайного крема нет. Как вы можете это определить? Это, естественно, только постоянно пить этот чагао или вообще чай. Пить очень хороший чай, и когда вы уже какое-то определенное время будете пить хороший чай,
и попробуете вдруг плохой, вы сразу это сможете определить по вкусовым качествам, по его виду. И этот процесс, он занимает время, если вы сами хотите научиться разбираться в чае или, допустим, в чагао. Поэтому сначала лучше всегда, когда вы начинаете учить чай или начинаете свой чайный путь, лучше, конечно, покупать чай у проверенных источников. Моя личная точка зрения по поводу чагао. Чагао, которой меня угостил друг, я думаю, она неплохая. Мне понравилась она, особенно сладкий вкус, который остается. Мне очень нравится. Но такие вкусовые качества я тоже могу получить от Шэн Пуэра. То есть я предлагаю вам, тех, кто не очень хорошо разбирается в чае или никогда не использовали чагао, вы можете купить ее, попробовать. Допустим, если у вас продают по граммам, купите 5-10 грамм и попейте ее какое-то время. Попейте в разных способах. Заварите ее в гаване или, допустим, в стеклянном чайничке или в термосе. Распробуйте ее и переходите на чай. Так как чай, он более подходит для учения и понимания самого чая. Вы можете рассмотреть его на вид, понюхать его на запах и также на вкус попробовать. Так как у чагао на вид уже он только один, этот вид, это кусочек черной смолы. Вкуса у него, у холодного, у чагао нет. Запаха, только можно с помощью заварки попробовать его на вкус. А чай, он более как бы открыт для вас, вы его можете учить с многих сторон. И на запах, и на вкус, и на цвет. Вот. Когда придет ваше время для чагао, когда вы будете хорошо разбираться в чае, тогда вы можете пить это чагао. И еще не забывайте, что чагао, она также используется в лечебных целях, производстве медикаментов в Китае. Давайте поговорим о некоторых мерах предосторожности. Первое. Только покупать у проверенных источников. Пусть она будет дороже, но очень хорошая, так как очень плохое производство чагао может вам навредить. Конечно, за один раз, за 1 грамм чагао ничего с вами не произойдет, ничего. Но покупайте лучше у проверенных источников. И не только чагао, и чай. Не пейте очень крепкий чай и чагао. Особенно чагао. Не нужно кидать по 3-4 штучки в такой маленький чайник и говорить, что одной вам не хватает, потому что слабый. Потому что, может, на первый раз или какое-то определенное время вы не будете на себе этого ощущать. Но на самом деле оно будет влиять на вашу нервную систему и сердечно-сосудистую систему. И все эти сюрпризы неприятные могут обнаружиться внезапно. Нежелательно пить чай во время еды. Допустим, во время еды, когда вы едите, не пейте много чая. Можно выпить немножко. Почему? Потому что чай может выводить из вашего организма токсины, но и также хорошие вещества. Допустим, если вы едите какие-то питательные продукты для вашего организма, чай может их сразу выводить. Подождите какое-то время, дайте им впитаться. Или, допустим, через 2 часа, да, тогда можете попить чая. Не пейте много количества, сделайте это все постепенно, все в меру. Дайте организму усвоить полезные вещества с вашей пищи. И еще 2 пункта, о которых я хочу вам рассказать, это сертификаты и полезные свойства чагао. Начнем с сертификатов. Если вы закупаете чагао в Китае и перепродаете в своей стране, обратите внимание на сертификаты предприятия, в котором вы делаете закупку, так как чагао в Китае относится к твердо растворимым
чаям. Этот сертификат отличается от сертификата производства чая. Разницу видите, да? Один сертификат – это производство чая, а второй – это сертификат, где есть указания на твердо растворимые чаи. 3 сертификата. Первый – это в котором будет указано производство твердо растворимого чая. Это первый момент. Второе – медицинская лицензия. Это там, где будет указано твердо растворимый чай, а не производство чая. И третье – лицензия QS, английский QS, это качество и безопасность. То есть это надзор по качеству производства пищевых продуктов. В описании я оставлю сайт, где вы можете проверить серийный номер QS предприятия, на котором вы закупаете чагао. Он весь на китайском, этот сайт, но я думаю, вы сможете найти, кто вам может помочь с этим вопросом. Это государственный сайт. Причина, по которой я обращаю ваше внимание на 3 этих сертификата, состоит в том, что сертификат твердо растворимый чай некоторыми предприятиями заменяется просто сертификатом производства чая. Большинство потребителей не знают об этой разнице и полагают, что чай и чайная паста – это один тип товаров. Но это не так. Это совершенно разные продукты, так как чайная паста пуэр относится к продуктам глубокой переработки чая и отличается от требований производства чая. Чайная паста имеет более высокие требования к производственной среде и производственному оборудованию. И давайте напоследок поговорим с вами о положительных качествах на организм. Я еще выпью 1 пиалку чая. Он уже остыл, пока я вам рассказывала. Уже даже не пахнет так как холодный. Желательно пить, конечно, горячий, потому что холодный вкус чагао, ну и чая также, он отличается от горячего или теплого. Нету этого запаха такого вкусного. Положительные эффекты чайной пасты на организм такие, как и у чая пуэра. То есть он очищает желудок, выводит все токсины из вашего кишечника, особенно те, которые страдают какими-то проблемами желудочно-кишечного тракта, вам этот чай подходит. Помогает при диарее, также если у вас похмелье, тоже вам этот чай может помочь, пуэр или чагао. Те, кто страдает геморроем, тоже могут на протяжении какого-то времени попить чагао или пуэр, и вам значительно станет лучше. Конечно, не употребляйте пуэр-чай или чагао как таблетки какие-то, или чтобы вылечить этот геморрой, нет. Оно вам просто будет помогать снижать уровень раздраженности, можно так сказать. Если у вас есть какие-то проблемы с организмом, вам, конечно, лучше обратиться к врачу, но никак не использовать чай в качестве лечения. При женской менструации тоже очень хорошо пить теплые чаи, такие как пуэр или другие черные чаи. Чагао тоже подходит, ну и красный чай тоже добавлю. Он, конечно, не по теме сегодня, но все, что теплые чаи, могут помочь во время женской менструации, которая проходит болезненно. Также те, которые страдают стоматитом, это язвы во рту, они у некоторых людей возникают время от времени. Вам очень подойдет чагао или пуэр-чай. У меня есть знакомый, который постоянно пьет пуэр, и за 2-3 дня у него все проходит, как рукой снимает. Еще китайская медицина гласит, что можно взять кусочек чагао,
положить его в емкость, залить немножечко водой горячей, чтобы он растворилось немного, и помазать рану. Не глубокую, конечно, и тоже оно будет как антибактериальное средство. Ну, я не советую это делать, я никогда этого сама не пробовала, просто знаю, что в китайской медицине есть такое предназначение для чагао. Чай пуэр или чагао может снизить уровень жира в крови где-то на 30%. Ну, у каждого человека будет по-разному. Также проводили медицинские эксперименты. Взяли одну группу людей и давали им в течение месяца пить по литру чая пуэр в день. А другой группе людей давали другие чаи пить, тоже по литру в день, но другого чая. И те, которые пили пуэр в течение месяца, у них значительно снизился уровень жира в крови. Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайки или пишите в комментариях, что вы думаете по поводу чагао. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео.